go crazy. Друзья, всех приветствую! Сегодня в этом обзоре рассмотрим новые динамические наушники от компании HIDI стоимостью $179. И приходят они в небольшой по габаритам коробке с очень минималистичным оформлением, где на лицевой части здесь имеется изображение самих наушников, указано название этой модели, а именно МК-12, и также здесь еще присутствует логотип компании. Ну а здесь уже указаны технические характеристики, и за звук в этих наушниках отвечает один уникальный 12-мм динамический драйвер с диафрагмой из магния. Но чувствительность составляет 111 дБ, и они получили сопротивление 32 Ом. И сразу вам скажу, что на раскачку эти наушники довольно легкие. Ну а теперь давайте лучше рассмотрим комплектацию этих наушников более подробно. Наушники. Кабель с коннекторами 2 пин и балансным штекером на 4,4 мм джек. Фирменный кожаный мешочек для хранения наушников, гарантийная карточка, инструкция по использованию наушников, 3 набора силиконовых амбушюр и сменные звуководы для небольшой коррекции звучания этих наушников. Наушники очень крупные, выполнены из металла и имеют очень необычный внешний вид лицевой панели, отдающий дань медузе. Ну а здесь у них располагается стандартный разъем 2 пин для подключения кабеля, а рядом указана маркировка канала и название этой модели. А еще здесь находится первое отверстие для компенсации, а второе отверстие расположилось уже на внутренней части, рядом с оптимальным по длине звуководом, который выполнен из металла, имеет выделенный бортик для уже более лучшей фиксации амбушюр и был защищен металлической сеточкой. И да, конечно же, он съемный. Ну и несмотря на свои довольно крупные габариты, сидят в ушах эти наушники очень удобно и надежно. У них довольно глубокая посадка и хорошая звукоизоляция, но, конечно, как всегда, стоит обязательно учитывать, что настолько крупные наушники довольно сильно выпирают со стороны из уха. Хотя лично меня это уже давно не беспокоит, но тем не менее сказать про это я считаю вам должен. Ну а вот так выглядит график частотной характеристики динамических наушников HIDI с МК-12 при использовании стандартного розового звуковода. И с ним эти наушники имеют очень небольшое усиление низких частот на 5 дБ с плавным переходом в область нижней середины, а основной акцент в области верхней середины здесь приходится ровно на 2 кГц. И на мой слух в этой области эти наушники звучат довольно энергично. Поэтому, послушав некоторое время эти наушники с этим звуководом, я, конечно, сразу понял, что мне определенно стоит попробовать именно красный звуковод. Ну и вот тут, друзья, уже совсем другое дело. И с этим звуководом усиление низких частот уже составляет 7 дБ, а основной акцент в области верхней середины аккуратно приглаживается до уровня моего таргета, что на мой вкус звучит уже куда приятнее, чем вариант прослушивания с розовым звуководом, поскольку я являюсь фанатом более нейтрального и теплого звучания. Ну а вот любители послушать уже более энергичный, яркий и дерзкий звук могут уже смело поставить серебристый звуковод, так как с ним еще немного ослабляются низкие частоты по сравнению с розовым и уж тем более красным звуководом, да и область верхней середины с высокими частотами слегка усиливается, что возможно кому-то точно понравится больше. Ну а теперь давайте лучше обсудим звучание этих наушников более подробно. Низкие частоты в МК-12 это про глубокий, теплый и плотно структурированный бас, который создает уверенную и комфортную основу. И эти наушники точно не пытаются нагружать вас каким-то избыточным басом, а вместо этого предлагают приятное ощущение наполненности и полноты. Бас гладкий и плавный, с четкой текстурой и отличным контролем, который позволяет ему звучать очень телесно и сбалансированно. Сам бас в МК-12 нисколько не избыточен, но он чувствуется внизу и создает такое легкое ощущение физического давления, особенно при прослушивании какой-то электронной музыки, хип-хопа или других современных жанров, где как раз таки очень важен низкий регистр. Этот сабас не гудит и не уходит в какую-то неуправляемую буйность, как уже в некоторых басхедных моделях
моделях, он тут как будто был прочно встроен в общее звучание, давая ощущение глубины и объема, но без какого-либо излишнего давления на другие частоты. А вот мид-бас в этих наушниках прям очень такой мясистый и выразительный, удары по бас-гитаре или бочке ощущаются полноценно, с четким панчем, но без какого-либо излишнего навала. То есть звук тут опять же всегда остается контролируемым, без размытости и без какой-либо гулкости. И кроме того, текстура баса у МК-12 очень хороша как для динамических наушников. Ты четко чувствуешь ритм и структуру ударов, и даже в более сложных композициях при этом не теряешь в деталях. И самое главное, что в насыщенных музыкальных произведениях бас остается разборчивым и не расплывчатым, с хорошей прозрачностью и выразительной динамикой, что добавляет ощущение большей точности и контроля. И в целом низкие частоты в МК-12 это просбалансированный и уверенный бас, который не пытается перетянуть все внимание на себя, а наоборот как бы органично вписывается в общее звучание этой модели. Он создает плотный и насыщенный фундамент с хорошей глубиной, при этом не утяжеляя подачу. И это именно тот бас, который приятно ощущать в любых жанрах, от электронной музыки до рок-композиций и даже металла, так как он очень точно передает все необходимые акценты, создавая нужную атмосферу, но оставаясь всегда аккуратным и контролируемым. Но средние частоты в МК-12 это плотная, теплая и комфортная подача, которая сохраняет отличную сбалансированность и жизненность звучания. Здесь нету какой-то сухости или отстраненности, характерной уже как раз для более аналитичных моделей. Вместо этого здесь мы имеем живое музыкальное звучание, которое привлекает внимание своей текстурой и насыщенностью. И сначала стоит отметить, что тональный баланс средних частот в МК-12 очень нейтральный при использовании красного звуковода. Тут нет какой-то добавленной энергичности, яркости или дополнительно подчеркнутых областей, которые бы выталкивали вокал или инструменты излишне вперед. Вместо этого здесь все звучит гармонично, с естественным тоном, который не перегружает ваше восприятие и делает звучание этого диапазона уже более комфортным для длительных прослушиваний и, конечно, не вызывает усталости. Ну а вокалы и инструменты в этих наушниках воспринимаются как очень четкие и живые, голоса звучат очень гладко, но с четкими интонациями, в которых прослеживается вся вот эта их эмоциональная составляющая. А вот гитары, пианино и другие инструменты, требующие уже большей точности в средних частотах, играют довольно ярко, но без лишней резкости. То есть звучание тут не агрессивное, но при этом достаточно динамичное и объемное, что позволяет вам передавать нюансы и характер каждого инструмента в композиции. Но, конечно, также стоит отметить, что переходные процессы в этом диапазоне очень быстрые и четкие. Атака довольно подчеркнутая, все подается прозрачно, без каких-то там смазываний, запозданий, что особенно заметно уже в более сложных композициях, где как раз присутствует множество слоев. И даже при высоких уровнях громкости, где другие наушники могут уже начать терять в четкости и прозрачности, особенно, например, прослушивая такие жанры, как металл и рок, МК-12 сохраняет отличное разделение и разрешение в средних частотах. И вместе с тем мне нравится, что при использовании красного звуковода средние частоты в МК-12 не перегружают ваш слух, несмотря на их дополнительную насыщенность. То есть они всегда остаются очень комфортными, с хорошей телесностью и гладкостью, не вызывая чувства перегруженности. А в музыке, уже требующей большей музыкальной плотности, например в джазе или живых записях, средний диапазон ощущается теплым и живым, создавая нужное такое ощущение присутствия, но без излишней давящей массы. И в результате средние частоты в МК-12 это гармоничное сочетание точности и вовлечения, где каждый элемент передается естественно и с характером, сохраняя необходимый драйв и энергию, и очень даже хорошее разрешение и общую прозрачность, как для динамических наушников. А вот высокие частоты в МК-12 это комфортная и приглаженная подача, которая не пытается выстреливать резкостью, а наоборот предлагает вам приятную мягкость и теплый оттенок, сохраняя при этом достаточно детализации и воздушности. То есть да, друзья, этот верх точно не агрессивный, не звонкий и не вызывает усталости, даже при длительном прослушивании. И он даже был слегка притемнен, что позволяет ему избежать какой-то неприятной яркости и помогает сохранить комфорт, необходимый как раз для длительного прослушивания. В общем, это точно не супер светлый верх,
который утомляет ваш слух, а скорее такой сдержанный и очень гармоничный, который плавно просто поддерживает и как бы сцепляет между собой остальные диапазоны, добавляя большего объема и пространства. Но тем не менее, несмотря на вот эту некоторую мягкость, высокие частоты не теряют детализации, так как ты по-прежнему можешь четко услышать такие элементы, как шорохи тарелок, легкие послезвучия или даже микродинамику. Но все это тут просто подается без лишней акцентированности, как уже в более техничных и аналитичных моделях. В общем, это точно не тот верх, который играет сразу на первом плане, он не акцентирует на себя все ваше внимание, но дает хорошее ощущение воздушности и легкости и даже завершенности, сохраняя свою роль в создании уютного пространства в звуковой сцене. И на фоне более теплого и плотного баса и средних частот эти высокие частоты дают необходимую глубину и проницательность, не нарушая общий теплый баланс этой модели. В общем, высокие частоты в МК-12 это про комфортный и сбалансированный верх при использовании красного звуковода с легким теплым оттенком и без какой-либо яркости и звонкости, но с хорошей прозрачностью и детальностью. Они идеально поддерживают весь диапазон, создавая воздушность и легкость звуки, но при этом вас не утомляют и не привлекают себе лишнего внимания. Ну а звуковая сцена в МК-12 это компактная и уютная, но при этом достаточно просторная сцена с хорошим разделением планов и ощущением глубины. Ширина сцены в этих наушниках вполне достойная, она не кажется какой-то ограниченной или зажатой, как это бывает у некоторых моделей, но и не разрастается здесь до каких-то сверхмасштабных размеров, создавая ощущение пустоты. То есть это очень такая средняя сцена, где все элементы, расположенные в пространстве, легко различимы, но не разлетаются далеко за пределы ваших ушей. И как по мне, это как раз очень естественная ширина, которая позволяет звучанию быть более объемным, но не перегружать ваше восприятие. Да и глубина сцены в МК-12, несмотря на свою компактность, имеет хорошее раскрытие. Высокие частоты, в частности, помогают создать уже такое более лучшее ощущение пространства и глубины, особенно в акустической музыке и жанрах, где как раз важен живой многослойный звук, а вокал-инструменты, а также микродинамика и послезвучие позиционируются в звуковом поле с хорошим разделением, и вы четко чувствуете, где находятся уже задние слои композиции, а где же уже звучат какие-то более ближние элементы, создающие более интересную и трехмерную пространственную картину. И что стоит отметить, так это то, что сцена не кажется искусственно расширенной, а наоборот, она воспринимается как очень естественная и органичная. Это не тот случай, когда звуковая сцена превращается в какую-то искусственно увеличенную, что часто бывает у некоторых моделей с большим акцентом на пространственные эффекты. Здесь же сцена остается натуральной, сбалансированной и с правильным фокусом на точность, чистоту и объемность каждого инструмента. Да и разделение планов в МК-12 тоже хорошее. Каждый инструмент и элемент композиции всегда находится на своем месте, не теряя своей идентичности, при этом не накладываясь друг на друга. И это особенно заметно уже на сложных треках с несколькими слоями инструментов, где каждый звук можно четко локализовать и без проблем распознать. И таким образом звуковая сцена в этих наушниках очень компактная, но объемная, с хорошей глубиной и разделением планов, и с отличным ощущением естественного пространства, где каждый элемент гармонично вписывается в общую картину. Ну а вывод у меня получился таков: Hidis MK-12 это крайне уникальные динамические наушники, которые предлагают сбалансированное, гармоничное и универсальное звучание, и они способны без проблем охватить широкий диапазон музыкальных жанров, что делает их подходящими как для повседневного прослушивания, так и уже для более вдумчивого прослушивания любимых композиций и альбомов. И одним из ключевых преимуществ МК-12 является возможность настраивать звук с помощью сменных звуководов, и это позволяет вам легко подкорректировать звучание в зависимости от предпочтений, от яркого и энергичного звука для более уже динамичных жанров и до теплого и басовитого для тех, кто предпочитает, как и я, более мягкую подачу с хорошей текстурой и акцентом на глубину. И с такими наушниками вы получите не только довольно хорошую детализацию, но и комфорт при длительном прослушивании, что тоже очень важно, так как эти наушники никак не перегружают ваш слух, оставаясь при этом достаточно вовлекающими и выразительными. И от себя я смело рекомендую эти наушники к покупке. Ну а ссылка на покупку этих наушников, как всегда, будет в описании и в закрепленном комментарии под видео. С вами был IC Genius, спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока!